Здравствуйте! Shanlin UA1 Pro — это портативный ЦАПа-усилитель, который определенно смог удивить. То есть ожидания и реальность оказались практически противоположными. Но начать хочу с внешнего вида, который здесь интересный, который приятный. В моем случае серебристая версия, и особенно интересен тот эффект избегания такого яркого насыщенного желтого оранжевого цвета. То есть обозначение Hi-Res у нас в черно-белое, и сам разъем 3,5 мм на вход, он также немного в приглушенных таких в оттенках, на что сначала не обращаешь внимания, глядя где-то на картинках, но в жизни это смотрится интересно, добавляет такой необычности самому внешнему виду. В остальном особых вопросов нет, нет никаких претензий, он достаточно компактный, во время работы не сильно греется, и предлагаю переходить к части, связанной с звучанием. Построен он на ЦАПе ES9219C, имеет мощность 80 мВт при сопротивлении в 32 Ома, и, соответственно, для внутриканальных наушников этого будет достаточно. И теперь почему ожидание и реальность. В случае с наушниками Shanlin происходят некоторые эксперименты, где-то более такая нейтральная подача, где-то яркая приукрашенная, то в случае с источниками, независимо от стоимости, это всегда что-то приукрашенное. И, как правило, получается все это не очень хорошо. И именно в данном случае его подача, его такая музыкальность, она проработана и сделана очень круто. То есть дело в том, что он не просто музыкальный и все, значит, от него не стоит ожидать какой-то детальности, какой-то аналитики, то есть он будет в этом плане слабенький на уровне с какими-нибудь бюджетными ЦАПа-усилителями. Нет, он хорошо работает с теми же скоростными характеристиками, способен обеспечить хорошие панчи, хорошие атаки. По поводу затухания немножко спорная такая ситуация, во многом зависит от наушников. И что очень важно, если взять тот же iBass DC05, который тоже, казалось бы, яркий, но там он больше агрессивный, и эта агрессия со временем давит на уши, давит на восприятие, и это надоедает. То здесь этого нет. То есть, да, добавлено немного низких частот, высоких частот, достаточно приятная такая середина, но все это звучит вполне естественно, оно не приедается. И даже если наушники относительно какие-то яркие, он не создает такого эффекта, что все прям слишком яркое звучание. Опять-таки, потому что это достигается не за счет агрессивности. Поэтому мне данный ЦАПа-усилитель определенно зашел. То есть, если его сравнивать с тем же Hidis S3 Pro, то определенно UA1 Pro интереснее. С тем же UA2 ситуация такая уже немного спорная, то есть они различаются, естественно, UA2 значительно интереснее в плане высоких частот, в особенности, то есть там детальность, проработка краев значительно лучше. Тоже подача схожая, потому что все-таки приукрашательство, но там уже возникают некоторые нюансы, которых здесь нет. Поэтому устройство сбалансированное в плане аналитики на свои деньги звучит хорошо. И при этом очень правильная настройка, вот что важно. То есть именно то, что соблюли такой баланс между какой-то надбавочностью, между относительной какой-то мониторностью, сказалось то, что устройство прекрасно справляется со своей задачей. От него и не стоит ожидать то, что он будет какой-то сверхдетальный, будет конкурировать в этом плане с ЦАПа-усилителями там, за $100-150, но задачей улучшить звучание, особенно если мы говорим о каких-то относительно бюджетных наушниках, он справляется великолепно. Поэтому, опять же, все будет зависеть от ваших предпочтений, от того, как вы воспринимаете звук, но устройство мне определенно зашло, определенно понравилось. То есть, если бы я пользовался какими-нибудь, да, я думаю, даже если ICA OH10, вполне возможно, что я слушал бы в паре именно с этим ЦАПа-усилителем. Но опять же, в таком случае нужно послушать с OH10, что вполне возможно и сделаю, и тогда уже делать какие-то полноценные выводы. Но за правильную настройку и за качественный подход к созданию ЦАПа-усилителю огромный жирный плюс, и это, пожалуй, один из самых моих любимых устройств Shanlin. Вот, поэтому, если
вам есть что добавить если, по поводу данного ЦАПа-усилителя? Если вы являетесь его владельцем, либо же являлись, то пишите, пожалуйста, ваши комментарии, будет интересно почитать. И на этом, в общем-то, все. Желаю вам мира и здоровья. До скорых встреч!